Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу 12 must-have вещей для новоиспеченных мамочек, которые облегчили жизнь мне и нашей дочери Заре первые месяцы после ее рождения. А некоторыми из них мы пользуемся по сей день спустя 15 месяцев. Этот список помог мне не стрессовать лишний раз, а наслаждаться каждым моментом материнства. Все возможные ссылки я оставлю в описании под видео. Итак, чтобы долго не задерживать вас, я начну свой список. Первое. Силиконовый молокоотсос-собиратель молока. Особенно в первые месяцы, когда приходит молоко очень обильно, когда налаживается ваше кормление грудное. Обычно, когда вы кормите одной грудью, молоко течет со второй груди. Чтобы не терять молоко впустую, я вообще не люблю выбрасывать ничего лишнего. Молокособиратель, он собирает, вы его присасываете на вторую грудь, как молокоотсос, с помощью вакуума. И таким образом собираете молоко с другой груди. Я была удивлена, как много молока, оказывается, выходит впустую обычно, если вы его не собираете. Далее вы можете это использовать в будущем. Что я делала? Я сначала охлаждала это молоко в холодильнике, переливала в бутылочку, потом в холодильник, и когда оно уже охладилось, я переливала это молоко в специальные пакетики для молока, чтобы не занимать много места в морозильнике, и хранила в морозильнике. И таким образом молоко может храниться в морозильнике до 6 месяцев. То есть его размораживаете, может быть, кто-то в вашей семье может кормить вашего ребенка из бутылочки. Правда, у нас этого не получилось, но все равно было приятно, что мое молоко не выливается просто так. Итак, следующее — это пробиотики BioGaia. BioGaia — это шведская компания, которая производит эти пробиотики. Они помогают урегулировать стул, помогает избавляться от газиков. Особенно если есть какие-то проблемы с чистотой стула, то обязательно попробуйте пробиотики. Нам они очень помогли. Следующее — это муслиновые такие большие пеленки, в которых вы укутываете малыша. Доча хорошо засыпала при пеленании именно таком. Следующее — это ванна с гамаком от компании Skip Hop. Она очень удобная, потому что она именно с возраста самого рождения, с нуля, и мы ее используем до сих пор. То есть там есть 3 стадии. Можно гамак сначала в лежачем положении укреплять. Когда после 6 они уже умеют сидеть, можно сворачивать и сделать как сидение. Когда малыш уже более уверенно сидит, может контролировать свои действия, можно вообще убрать этот гамак, и просто получается такая ванночка, где очень удобно купаться. Следующее — это термометр. Очень маленький, я вам покажу его, для ванны как раз, который измеряет, показывает идеальную температуру для ребенка. Очень удобно, не нужно гадать, комфортно ли ребенку в этой воде, которую вы заполнили ванночку. Такая простая, но очень эффективная вещь. И этот утенок не занимает вообще места никакого, поэтому замечательный вариант. Следующее по списку — reusable wipes, то есть многоразовые салфетки. Мы на самом деле закупили огромную коробку влажных салфеток, потому что все об этом говорили, везде об этом я читала, что без них никак не обойтись. Но потом я пошла по более экологичному пути, где я начала исследовать тему многоразовых подгузников. Если ты делаешь многоразовые подгузники, то целесообразнее будет использовать именно многоразовые салфетки, что мы и делали. В первый месяц, когда она была совсем маленькая, я еще только причитывалась про многоразовые подгузники, поэтому я использовала обычные подгузники, одноразовые. Но с многоразовыми салфетками именно очень-очень удобно пользоваться. Намного удобнее, чем влажными салфетками.
Если влажными салфетками мне пришлось пользоваться где-то 5 штук, я использовала, да, чтобы протереть, тогда как многоразовыми салфетками мне всего лишь нужно было 2, максимум 3. И они очень хорошо все вытирают. Дальше, конечно, если вы кормите грудью, это ланолин, ваше спасение на первые тоже несколько, наверное, недель, особенно первые дни, когда налаживается, да, грудное молоко. Оно очень быстро заживляет. Следующее — это либо приложение с белым шумом, либо специальные такие есть аппараты с белым шумом. Потому что когда ребенок внутри живота, внутренности там очень шумно, и они привыкли к этому шуму, поэтому они засыпают очень хорошо с таким фоновым звуком белого шума. Думают, что они находятся еще внутри, рядом с мамой. Следующее — это спальные мешки с замком. Они помогают не просыпаться ребенку при вздрагиваниях. Такие рефлексы у новорожденных есть, когда они во сне вздрагивают. Следующее — это комнатный термометр, который показывает температуру и одновременно используется как ночник. Там меняется цвет ночника в зависимости от температуры комнаты. То есть, если даже вы не видите саму цифру, где-то далеко находитесь, вы можете по цвету определить, холодно в комнате или слишком жарко. Еще очень полезная вещь — переносной ночник. Он на батарейках, его можно где угодно. Вы можете его держать у кроватки, если у вас там нету розетки рядом. Я его использовала именно над пеленальным столиком. Он очень удобно включает одним движением руки, просто нужно дотронуться до него, и меняет свою интенсивность и так далее. И последнее — это наша коляска, которой я очень благодарна, что она у нас есть. Это коляска на батарейках, и она едет по любым поверхностям. То есть она помогает ехать. По склонам она вас тормозит, если вы идете вниз, а если вы идете наверх, она вам помогает. Включается механизм, там есть датчики, если вы определенную силу применяете, он вам прям помогает. Практически она сама едет. Это очень удобно для новоиспеченных мам, которые только родили, у них еще мышцы живота еще не восстановились. Таким образом гулять просто в кайф. Еще я хотела рассказать про некоторые советы, которые мне очень помогли. Первое, мы использовали грелку, чтобы согреть кроватку перед сном, чтобы постель была уже тепленькая, да, такой же температуры, как тело мамы. Продолжая эту тему, я использовала муслиновую пеленку где-то возле груди, чтобы она грелась во время кормления. Стелила прям под ребенка, чтобы оставался запах, чтобы она чувствовала себя все еще как будто она рядом. Следующий совет тоже помог, потому что дочка засыпала на руках, и когда я перекладывала ее на кроватку, она начинала плакать. Я делала все, чтобы сделать кроватку, как будто она еще на моих руках. Что я делала? Закручивала полотенце, такую U-shape, английская U-образную форму, и клала ее под простыню. Я ее ложила только под попку, то есть где ноги, да, не сверху, а вот именно снизу, с нижней части тела. То есть опять-таки, чтобы казалось, что она в таком уютненьком месте, а не в пустом большом пространстве, большой какой-то кровати, да. И это тоже помогало, чтобы она не просыпалась, как только я ее положу. Ну и еще один такой советик напоследок. Если у вас есть возможность, берите слипики, да, слипики, как они называются, буанези у нас, на замке. Очень быстро менять их, то есть именно замок, когда может сниматься снизу. Да, очень-очень просто, быстро менять, и не нужно ребенка раздевать полностью, чтобы менять подгузник. И то, что они не на кнопках, а именно на замке, это облегчает жизнь очень хорошо. Если вы смотрите это видео в ожидании ребенка, если вы беременная, или если вы уже родили, то я вас поздравляю с таким событием, с пополнением в вашей семье. Желаю вам наслаждаться каждым моментом этого состояния, в котором вы находитесь, потому что, как мне кажется,
беременность и рождение ребенка — это просто какая-то привилегия. Я ощущала такую благодарность, огромное счастье и именно вот привилегию, что мне посчастливилось стать мамой. Я не знаю, со всеми это так или нет, но напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы тоже так чувствуете себя. И такой бонус, наверное, да, бонусный пункт, когда вы чувствуете себя в гармонии, спокойно, это передается вашему ребенку. Поэтому, если вы чувствуете себя немножко в стрессе, я вам советую делать глубокий вдох на счет 4, то есть делайте 1, 2, 3, 4, и потом на счет 8 потихоньку выдыхаете. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, выдох. И так повторяете, и это помогает вам контролировать свое внутреннее состояние и успокоиться, если вы в каком-то стрессе пребываете. Это ребенок почувствует и тоже будет спокоен. Если вам понравилось это видео, то я прикреплю плейлист. Я думаю, видео, которые вы там увидите, тоже вам будут интересны. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями. Увидимся в следующем видео.